Внимание! Если вы находитесь в России, уберите детей от экранов. Если вам нет 18 лет, заткните уши, закройте глаза и выключите компьютер. Говорят, этот ролик может сделать вас геем. На самом деле не существует ни единого научного доказательства, что кого-то можно уговорить изменить сексуальность. Ролик начнется через 3, 2, 1. Это ЛГБТ, то есть лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди. Во многих странах они не могут держаться на улице за руки, выкладывать совместные фотографии в соцсети, вступать в брак и усыновлять детей, иметь паспорт, соответствующий своей идентичности, и не скрывать свою личную жизнь и партнера от коллег или родителей как что-то стыдное. Поэтому ЛГБТ борются за свои права и устраивают демонстрации, то есть прайды. Это Стокгольм, и здесь вот-вот пройдет прайд. Прайды тут стали проводить с 1979 года. Тогда же в Швеции Совет по здравоохранению официально вынес гомосексуальность из списка болезней. Зачем нужен прайд? На праздник, а прайд-парад именно так и воспринимается, соберется поглазеть около 500 000 человек. Всего в Стокгольме живет примерно 1 000 000. И еще примерно 45 000 будут участвовать. Кто они? Зачем им это нужно? Давайте посмотрим. В 2014 году исследователи Гетеборгского университета выяснили, что как минимум 40% участников прайд-парада гетеросексуальны. Они приходят, чтобы поддержать ЛГБТ-друзей, коллег и родственников. Теперь присмотримся к людям, пришедшим на прайд-парад, повнимательнее. Вот колонна «Marching for those who can't». Они идут с заклеенными ртами и держат в руках названия стран, в которых выражать свою позицию ЛГБТ опасно для жизни. Среди них недавно появилась Россия. В празднике участвуют представители 7 парламентских партий. Еще одна партия, крайне правые шведские демократы, в параде не участвуют, их просто в него не берут, и поэтому в последние годы они проводили свой маленький парад на окраине города. Кто это? Это министр по делам детей, пожилых людей и равноправия Åsa Regner, министр финансовых рынков Пер Болунд и министр труда Ylva Johansson. Все они были на прайд-параде в 2016 году. А вот и Фредерик Рейнфельд, бывший премьер-министр Швеции. В 2014 году он, будучи действующим премьером, прошел в прайд-параде. Вот это колонна шведской полиции. Все полицейские в обязательном порядке проходят краткий курс об ЛГБТ, потому что ЛГБТ – это граждане, которых они защищают. Вот колонна шведской армии, а вот шведской церкви. Профсоюзными колоннами идут учителя, врачи, инженеры. Есть даже колонна игроков хоккейной команды 3-го дивизиона Кируна. У всех должна быть возможность заниматься спортом, не боясь преследований, говорит руководитель команды Юхан Кёхлер. Вот этнические колонны. Тут еврейская, а тут выходцев из Ирана, из Турции. А это Хайдер Адельсен. Он председатель прайда, выходец из Ирака и мусульманин. А вот французский имам Людовик Мухаммед Заед. В 2014 году он благословил на прайд-параде лесби-пару. И вот, наконец, одна из самых больших колонн прайда. Она называется «Гордые родители». В ней идут родители ЛГБТ-детей из разных стран. В 2013 году в ней шли в том числе родители детей из Петербурга и Архангельска. В общем, на прайде есть абсолютно все, потому что прайд – это не только про сексуальную ориентацию. Прайд – это про права человека. Неважно, какая у тебя религия, цвет кожи, цвет глаз или волос, откуда ты родом, живешь ли ты в центре или в провинции, работаешь в школе или занимаешься спортом. Все имеют право любить, как им хочется, говорить о любви, как им хочется, быть такими, какие они есть. И если вы хотите провести гетеросексуальный парад в Швеции, проводите, никаких проблем. И простите нас за это глупое вступление про возрастные ограничения.